Если вы любите необычные путешествия так же, как и я, тогда вам определенно понравится этот выпуск. Все дело в том, что я сегодня неожиданно приехал на самую огромную выставку домов на колесах и караванеров. Я как раз сейчас в одном из таких караванеров нахожусь. И вместе с вами я предлагаю сегодня удивляться, потому что тут будет большое количество различной ван-лайф тематики. И я уже в предвкушении, что нас ждет, потому что я уже чуть-чуть заглянул и оценил размер этой выставки. Так что погнали вместе со мной смотреть на эту всю красоту. Я являюсь большим фанатом ван-лайф движения. Идея постройки своего дома на колесах преследует меня уже на протяжении нескольких лет. Все началось с того момента, когда мы впервые путешествовали на машине по Америке и ночевали в ней. Об этом даже есть выпуски на моем канале. В той поездке я видел огромные прицепы, в которых люди живут по несколько месяцев вместе со своей машиной в мини-гараже. Чтобы вы понимали, это только вторая зона, а я уже очень сильно потерялся. Потому что я совсем не ожидал такого. Просто офигеть, сколько этого всего. В этой теме я думал, я, собственно, так разбираюсь, но я, видимо, действительно любитель. Потому что тут, по-моему, прогресс на лет 20 вперед убежал, нежели это у меня было в голове. Я не думал, что это настолько все серьезно. Вы только посмотрите на вот этот прицеп. Я думал, что же это может быть. Оказывается, это прицеп для вот этой вот палаточки. То есть ты палатку не в рюкзаке уже несешь, а ты ее цепляешь за машину. И это вообще совсем другой уровень. В общем, ты везешь палатку на машине. Вот еще забавный трансформер. Вроде бы просто палатка, оказывается, это вот такой вот прицеп со спальным местом. Вот, но она полностью так раскладывается, как такой тент получается. Я уверен, что это очень быстро все раскладывается и складывается. В общем, инженерные тут выдумки просто на грани фантастики. Как это все можно было спроектировать, я не понимаю. Вот, собственно, я попал на какую-то трансформацию чего-то. Они просто каким-то насосом надувают какую-то штуку. Сейчас посмотрим, во что это превратится. Неплохо. Короче, вот таким вот легким движением насоса это превращается в вот такой вот дом надувной. По-моему, это гениально. Вот это, пожалуй, мой уголок. Стоит начать хотя бы с этого. Просто машина, рейлинги и палатка сверху. Такая палаточка, мини-купер. И едешь жить куда угодно. В общем, это однозначно мой вариант. Мне это очень надо срочно. Давайте я вам хоть покажу один из классических таких вариантов прицепов. Вообще, как он выглядит внутри. Их, конечно, большое множество. Вот, например, тут сразу две таких кроватки. Тут, наверное, туалет с душем. Собственно, так оно и есть. Тут сразу идет кухня по классике. Обеденный стол, скорее всего, который раскладывается еще в одну кровать. И тут две таких раздельных кровати. Но опять же, это все просто один из тысячи вариантов, как это все может выглядеть. Потому что заходишь в каждый такой караван, либо дом на колесах, там совершенно разное расположение и стола, и кухни, и кровати различные могут быть, и даже туалет, либо больше, либо меньше. Это все, видимо, делается под заказ. Вот. Тут такой вот чик. Полочки на защелочке, чтобы ничего не открывалось. Наверное, холодильничек.
может быть, духовка. Короче, все что угодно, все как у вас дома. В общем, вот такие вот чудеса. Зачем жить в квартире, если можно жить в таком чуде? Только что я не мог понять, что это за холл со звездочкой, в который мне сейчас надо идти. Он вот так вот выглядит. Вон звездочка, видите? И я уже заглянул. Это какие-то премиум огроменные дома на колесах, которые я видел только на картинках и в каких-то модных видосах. Короче, сейчас сам удивлюсь и вам покажу, как это выглядит. Очень дорого-богато. Наверное, в миллионах долларов исчисляются суммы этих домов. Я не знаю, что ожидать. Сейчас с вами пойду смотреть. Вообще сразу, да, понятен уровень. Я только что рассказывал, что мне бы хотя бы палаточку на крышу, а тут мы наблюдаем в следующем холле, как Porsche заезжает в огромный автобус. Ну, я, в общем, понял, что в этой жизни во всех сферах есть разграничения бюджетные, классовые и прочие вот эти вот все моменты, потому что автобус за 2 миллиона евро это мне просто посмотреть, вот. Собственно, просто КамАЗ стоит какой-то, ой, КамАЗ, ну, грузовик, смотрите, просто грузовичок. Ты в него садишься, в домик на колесах, такой мобильный, хипстерский, такое кочевничество, отказ от удобств и прочего. Ну, просто прихватил с собой Феррари. Ну, а почему бы и нет? Вот, если она залазит, почему бы ее с собой не взять? Ладно, на самом деле я просто под диким впечатлением. Я такое последний раз видел в Америке, когда я работал в ресторане, мыл посуду, разносил еду. И тут рядом со мной проезжал вот такой вот примерно дом с машиной. И еще сзади на жесткой сцепке такая еще одна машина или водный мотоцикл. Я такой думал, блин, кто это, почему? Это, наверное, какой-то единичный случай. Нет, это не единичный случай. Прям есть каста людей, которые ходят и выбирают себе дом. Возможно, кто-то сегодня себе такой купит. Мне пора идти в следующий зал попроще. Давайте теперь расскажу про саму покупку и владение автодомом. Налогообложение в Германии домов на колесах составляет от 300 до 500 евро в год. Это будет зависеть от вашего уровня эмиссии СО2 и общей массы вашего автодома. Категория прав. Если ваш автодом не превышает 3,5 тонны и в нем может разместиться не более 5 человек, это категория Б. Если же ваш автодом превышает 3,5 тонны, это категория С. Для прицепа кемпера будет достаточно категории Б, если разрешенная максимальная масса не будет превышать 750 килограмм. Ну еще что можно заметить, как у них это вообще все устроено. Есть, то есть, платформы какие-то Renault, Форды, Мерседесы, Фольксвагены, Фиаты и куча еще разных, то есть серийных каких-то грузовых или пассажирских машин, и они также серийно выпускают дома на колесах. Вот, например, как Volkswagen California. Но также, насколько я могу проследить логику, есть много всяких частных, маленьких, либо чуть побольше фирм, которые, собственно, берут болванки, просто пустую машину, и тебе на своем заводе, уже который не относится там к Volkswagen или еще к кому-то, переделывают такой дом на колесах. Тут, конечно, настолько много всех этих фирм, что я вообще, у меня глаза разбегаются кто где, потому что у нас, в наших краях, все-таки развито больше самоделки. То есть люди сами покупают бэушные машины
и сами в гараже где-то их переделают. Конечно, уже начали появляться всякие ребята, которые тебе могут под заказ это сделать, но в основном это прям какие-то частные случаи. Это только сейчас зарождается. Вот таких вот объемов в наших краях не наблюдается. Но возможно, Украина уже заходит на европейский рынок, и этого будет появляться все больше и больше. И когда-то это возрастет в такие же объемы. Но сейчас Европа полностью, в этом очень сильно разбирается. Прям колоссальное количество. И я предполагал, что будет много всего, но слишком много всего. К примеру, типовая модель автодома Hummer на платформе Fiat Ducato и категории B. Вот такой вот вариант Fiat, на который я когда-то смотрел, да и смотрю. Ну, конечно, это все переделано, но у меня была мысль все это своими руками сделать. Вот, то есть вот тут стоит кровать, открывается вот такой панорамный вид, в любое место, где ты его припарковал. Тут сразу туалет и душевая, тут обеденная зона и опять же, скорее всего, еще одно спальное место. Вот водительская, ну и кухня, тоже с видом куда угодно. Вот, это прям был такой мой вариант в голове, то, на что я смотрю. Вот. Такие вот, опять же, шкафчики. И все самое не... Тут даже с микролифтом. Раз, и он сам дошел. Ну, просто бомба. Варианты мобильных прицепов-караванеров до 750 кг также занимают не последнее место на рынке. Ведь не каждому необходима отдельная машина или гигантский 10-метровый прицеп, который еще нужно где-то хранить. Хотел бы тут остановиться чуть поподробнее, ведь у меня с этим связана интересная история. Еще 3 года назад я увидел такой формат прицепа капли, который в свою очередь мобильный, но в то же время функциональный. Ну и как раз тогда я наткнулся на украинских ребят Lifestyle Camper, которые производят такие прицепы в Киеве и работают с 19 дистрибьюторами по всему миру. Они с 2018 года принимают участие в этой выставке, и я решил познакомиться с ними лично. Накануне я списался с директором Юлией, и мы договорились встретиться, чтобы она рассказала поподробнее про их 2 модели – X-Line и Steel Drop. Ну, в принципе, есть этот и этот. Делится на 2 части. Спальня. В спальне и там одинаковое спальное место, 1,40 на 2. Есть мебель, есть зарядное устройство, есть возможность отопления с доставкой. Как дополнительное, да? А, Webasto, да? Да, знаю такое. Ага. Вот. Есть возможность ставить горячую воду. То есть мы отдельно ставим. Есть бак на 60 литров воды. Можно установить туда горячую воду. Есть душ, под душ есть отдельная кабинка. Ну, это все как доп. Такие опции идут. А вот зимой с обогревом до каких вообще температур возможно? Без обогрева, в принципе, можно до середины октября. Рыбаки, они обогревы не заказывают, они берут себе спальный мешок, и им нормально, в принципе. А так, чтобы было комфортно, там просто за пару минут в кемпере становится. Ну да, он же маленький. Да, он рассчитан, сам кемпер, он утеплен, сделан с французской фанеры. Тут вот видно, она 8-слойная, она без формальдегидов, то есть мы себя позиционируем как эко-продукт. Здорово. В кухне у нас есть на кухне 2-конфорочная или 1-конфорочная плита. Есть термоэлектрический и компрессорный. Компрессорный, он морозит, в принципе, он работает в 2 режимах, как в холодильнике, как в морозильнике. Есть зарядное устройство, то есть он может заряжаться как от сети 220, от солнечной панели. А так его в кемпинге можно подключить и к сети, да, и канализации его можно, или тут, по сути, не нужно, да, наверное? Нет, серый бак. Серый бак только для... Только для этого. Если душ, то он на пол просто, да, высыхает. Такого ничего там. Ну да. В любом кемпинге есть туалет. Ну да. Можно взять в эту кабинку с собой туалет, с собой какой-то биотуалет. Да, есть маленький. Управление холодильником, светом,
делается подсветка, уменьшается, увеличивается. Этот кемпер оборудован независимой подвеской. Вот, она доработана еще нашими конструкторами и имеет ход колеса 16 сантиметров. То есть это такой оффроудный конкретно вариант. Пользуется спросом у ребят в Европе. Вот недавно была выставка во Франции в Валуаре. Это оффроудники, это очень популярное место в горах Альп. Там его тестили. С ним можно проехать туда, куда караван обычный, такой классический, вообще не проехать. Он идет в колее с машиной. Еще хочется сказать, что у ребят полностью семейный бизнес, и все делается с душой. И как мы знаем, только такой подход обречен на успех. Ну и что мне лично нравится, то такие прицепы у ребят можно взять на прокат. Это классный формат для тех, кто никогда не пробовал такие путешествия, но у них есть машина с фаркопом, и они могут взять такое на выходные и съездить куда-то отдохнуть и попробовать. Такой прицеп можно взять в Новой Зеландии, Исландии или Норвегии. Лично я бы хотел съездить туда и сделать полноценный обзор для вас такого прицепа. Надеюсь, я в ближайшее время реализую эту идею. А я в свою очередь еще раз хотел бы сказать спасибо Юлии и пожелать им успехов. Будем ждать новые модели и интересные решения для комфортного путешествия. А мы дальше движемся по выставке. Тут есть еще на что посмотреть. А вот то, что я тоже хотел увидеть вживую. Вот такой вот концепт электрического дома на колесах. То есть вот тут вот он заряжает сам двигатель электрический. Вот так вот он выглядит интересно. А тут все классические входы для питания самого автодома. Вот тут, скорее всего, вода. Вот, ну, то есть, что меня прям удивляет, это будущее не только за электрокарами в городской среде, но и я смотрю, что VanLife тоже потихоньку переходит на электротягу. И это прям для меня очень интересно, как это все будет работать. Это, вероятнее всего, нужны солнечные батареи на крышу. Скорее всего, они там есть. Вот. И вот такое вот будущее нас ждет. Дома на колесах, на электродвигателе. Очень-очень интересно. Вот такая приборная панель. Насколько можно современная. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот еще вот такой вот стилек. Просто вот эти вот круглые фары. Это какой-то такой старый дизайн, потому что он такой немножко на old school похож. Сейчас покажу внутри, как это все выглядит. То есть он очень компактный. Это уже караван, потому что он цепляется за машину. Тут нет водительского места. И тут такая простенькая кухонька, но опять же все со вкусом. По материалам сложно судить. Конечно, возможно, если делать это все для себя, можно сделать намного качественнее. Но оно достаточно все стильно, интересно. Тут двухспальная кровать. Тут у нас даже туалет, получается, есть. Да, туалет с душем вопрос. Я его тут не наблюдаю. Вот. Полноценная кухня. Вот так вот я часто вижу, закрывают раковины. Вот, духовка. Холодильник. Вот все вообще самое необходимое. Все как в обычной квартире. Все вот эти вот шкафчики, они на замочке, чтобы не открывалось во время движения. Тут также подъемная крыша, то есть я стою в полный рост. Вот, всякие шкафчики и куча всего. Тоже вот на таком вот, тут даже вот получается электричество, щиток такой, все как дома, просто в уменьшенном размере. Это я как раз нахожусь в павильоне, там где не караваны, а именно полноценные дома на колесах. То есть не прицепы, а именно автомобили. Вот. И я когда вообще задумывался, считал, сколько можно потратить денег, чтобы построить свой, то это у меня колеблилась стоимость от 20 до 25 тысяч долларов. То есть это с машиной и с переделкой. Скорее всего, ближе к 25. Тут же машины стартуют от 40-50 тысяч евро.
Но они, конечно, новые, они не бэушные, вот. Но более такой дорогой вариант, если покупать вот такие вот дома, которые тут представлены, не самодельные, а именно от каких-то фирм, которые переделывают обычные грузовые машины, так сказать, шаблоны под какие-то комплектации, уже под определенного заказчика. Кстати, а если кто помнит, именно вот такую вот машину мы брали в каршеринге и переделывали ее в дом на колесах. Этот выпуск я размещу вот тут вот, сделаю ссылочку на него. Кто не видел, это мой первый выпуск, над которым я очень долго работал. Мы брали машину каршеринга, вот такой вот Volkswagen Transporter, и переделывали, пытались переделать за сутки из него дом на колесах. Что получилось, можно посмотреть в этом видео. Мне кажется, это достаточно забавный опыт, и мне тепло вспоминать о нем и пересматривать периодически этот выпуск. Ну, конечно, с вот этим, либо с вот этим наша переделка не сравнится. Нахожусь в последнем павильоне, и так как я сегодня надел вот такую вот футболку Volkswagen, у меня там даже на спине дома на колесах, то я не мог не зайти на стенд Volkswagen. Вот он. Это, получается, стенд, где они представляют свои линейки домов на колесах, именно серийные, которые не переделывают частные компании, а именно серийные у них дома под названием Калифорния. Они в разных комплектациях есть. Ocean и остальные мы сейчас с вами посмотрим. Вот, собственно, сразу же стоит Ocean, о котором я только что говорил. Они, если честно, я не знаю, чем точно отличаются, скорее всего, именно комплектацией внутренности. Вот, у кого-то что-то побогаче, у кого-то что-то более бюджетное, если это так можно назвать. Вот, к примеру, есть Ocean за 88 тысяч евро. Это прям дом, который можно заказать на официальном сайте Volkswagen. И будет всем счастья, и Volkswagen, и вам, потому что у вас будет крутейшая машина. А вот, кстати, если это, грубо говоря, платформа транспортера, то вот, если я не ошибаюсь, крафтеры стоят. Она называется Grand California, то есть в 2 раза больше. Вот такая вот штука огромная, которая уже в ценнике под 100 тысяч евро выходит. Но выглядит солидно, скажу честно. Прям очень привлекательно. Но выбор каждый делает сам, взвешивая все плюсы и минусы. Кому слишком большие предыдущие дома, можно вот такую вот жабу рассмотреть. Тоже под названием Калифорния. Тоже такой формат пирожка идет. Но тоже путешествовать можно. Вот, кстати, то, что я не нашел на предыдущей машине. Вот вход в воды, то есть сюда подключается стационарная вода в кемпинге каком-то, а сюда подключается электричество, и тоже дом полностью становится стационарный, и в нем не нужно ничего дополнительного, оно все есть уже в кемпинге, в который вы приезжаете. Вот, собственно, как они выглядят внутри, просто очень много людей, невозможно подобраться. Ну, все достаточно просто, но надежно, продумано. Это все-таки Volkswagen, они не первый год делают эти дома. Я не помню, с какого транспортера они начали делать модели Калифорнии, но мне кажется, прям с самых первых.
Вот, этот момент я уточню и сделаю пометочку. Оказывается, Volkswagen начал свой выпуск домов на колесах совместно с компанией Westfalia, которые в 1935 году построили свой первый жилой прицеп. Но уже в 1951 году, по пожеланию одного клиента, офицера британских вооруженных сил, был построен первый кемпинговый автобус на базе Volkswagen Transporter 1. У него была простая просьба – оборудовать его Volkswagen Transporter как дом, чтобы использовать его для работы, отдыха и сна. В начале 60-х годов был построен конвейер для сборки кемпингового автобуса на базе Volkswagen Transporter. Позже появился кемпер на базе Volkswagen Transporter 2 и Transporter 3 под названием Joker. А с 1990 года стартовало производство Volkswagen California, которое существует без помощи компании Westfalia по сей день. Ну и предлагаю закончить этот выпуск. Я зашел в первый попавшийся автодом. Если помните, я показывал Mercedes, и он примерно такой же, просто от другой компании. Чего мне понравилось в этой выставке, это то, что я увидел столько всего, чего я даже не предполагал увидеть. Но главный момент, мне не хватило какой-то душевности. То есть все-таки она заточена под коммерцию. И очень много людей ходит и именно выбирает в покупку себе автодом с завода, полностью готовый, чтобы путешествовать, вот заплатить деньги и путешествовать. Мне бы хотелось какой-то истории и людей, которые сами создают такие дома на колесах, но это просто не про эту выставку. Скорее всего, это просто совсем другое мероприятие, мне кажется, оно больше про меня. Вот. И надеюсь, что я попаду на такое мероприятие, там, где будут люди с собственными домами на колесах, которые они построили своими руками. И этот выпуск будет не за горами. А я также хотел оставить в описании к этому выпуску людей, за которыми я слежу, благодаря которым я вообще вдохновляюсь вот этой всей тематикой ван-лайфа. Так что переходите, там будут ссылки на всех ребят, которым я вообще респектую за то, что они делают. Вот. А так, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, это было информативно, и вы увидели то, что вы не видели ранее, потому что я был удивлен множество раз. Всем спасибо. До скорого.